Привет, друзья! Захотелось мне приготовить свиной окорок одним большим куском. Запекать его будем на углях, но до этого еще очень много времени. Такому куску нужно действительно хорошенько просолиться. Поэтому сегодня, воскресенье первой недели, мы его засолим, и через неделю, в следующее воскресенье, мы начнем его готовить. Только тогда, когда он полностью промаринуется и просолится. Но для начала его нужно подготовить. Обработаем шкурку, зачистим ее от лишней грязи, поскоблим немножко и, соответственно, опустим в рассол. И теперь окорок нужно хорошенько засолить. Важно, чтобы рассол покрывал его полностью. На это уйдет у меня примерно 15-20 литров воды. И, разумеется, нам потребуется достаточно большое количество соли, примерно 1,5-2 килограмма на весь объем. То есть на это количество воды и на наш окорок. Окорок у меня, кстати, порядка 12 килограмм. И отправляем туда окорок. Убираем его в темное прохладное помещение, сарай, подвал или что-то в этом роде. И забываем про него на неделю. Ну что, друзья, у нас прошла неделя, окорок отлично просолился. И теперь нам нужно подготовить его ароматические наполнители. Я буду использовать гвоздику, тимьян и чеснок. Нам нужно почистить целую головку чеснока. Разделим чеснок на зубчики и очистим все от шелухи. И самое время достать наш окорок из рассола. Его нужно немножко обсушить и еще раз на всякий случай обскоблить ножом, потому что за неделю кожа размокла и сейчас вообще идеально очистится. И еще один важный момент, кажется, в прошлый раз я это не сказал. Вода, в которой мы замачиваем наше мясо, должна быть обязательно кипяченой, чтобы у вас ничего не забродило и не закисло. Просто немного оботру его бумажной салфеткой. А для того, чтобы наш окорок равномерно пропекался, жир вытапливался и все вкусы лучше проникали внутрь мяса, нам нужно отрезать кожу, придадим заодно и красивый узор. Берем острый нож и надрезаем кожу ромбиком, крестиком, называйте как хотите. Просто красавец. Нужно шпиговать его чесноком, гвоздикой и тимьяном. Делаем глубокие прорезы ножом и загоняем туда чеснок. И туда же веточку тимьяна. Гвоздика специя специфическая, но в данном случае она потрясающе играет на контрасте с мясом. Тоже равномерно распределяем ее по всей поверхности окорока. Вот такие вот маленькие острые бутончики. И пока наш окорок обсыхает, мы можем разогреть гриль. Вначале подзапечем окорок на достаточно высокой температуре для него, 180 градусов, для того, чтобы шкурка раскрылась и начала принимать в себя все ароматы. И заодно немного его подкоптим. После этого будем держать температуру поменьше. Все более подробно расскажу уже у гриля. Отлично, угли разгорелись, и мы можем прогреть гриль.
Сейчас гриль прогреется, мы сможем почистить решетку и выложим запекаться окорок. Отлично, гриль разогрелся. Для того, чтобы мясо во время запекания не пересыхало, мы поставим на низ лоток и нальем туда яблочный сок. Он будет выпариваться и пропитывать своим ароматом наш нежнейший окорок. Также можно закинуть туда остатки гвоздики и тимьян. Если вы обратили внимание, то разделители я выложил специальным образом для того, чтобы создать максимально большое пространство для нашего окорока для непрямого жара, чтобы снизу угли не обжаривали его, а он просто запекался равномерным теплом со всех сторон. Нижнюю заслонку я переставил в режим копчения и сверху насыплю щепы для того, чтобы первое время наше мясо подкоптилось. Супер. Первое время крышку не открываем, держим температуру 160-180 градусов и в течение 40 минут пропекаем верхнюю корочку и немного ее коптим. Ну что, друзья, первый этап у нас прошел, активное копчение закончилось, дым уже не идет из гриля, и это значит, что нам пора открыть крышку и посмотреть, что же там происходит. А происходит там красота. Теперь наша с вами задача — это пропечь окорок полностью, но так, чтобы корочка не пересохла, а внутри было полностью готовое мясо до самой кости. Для того, чтобы шкурка не пересыхала и дополнительно обогатить наше мясо ароматом, мы будем сбрызгивать его все тем же яблочным соком. Для этого удобнее всего использовать такую штуку. И мы проходимся по всей площади окорока. И закрываем крышку. Нижнюю и верхнюю заслонку я перевожу в режим томления, и на температуре примерно 120 градусов мы будем запекать окорок до полной готовности. Для того, чтобы вы как-то могли ориентироваться, если у вас нет термометра, по средним расчетам 50-60 минут на каждый килограмм веса окорока. У нас 12 килограмм, соответственно, примерно 12 часов у меня уйдет на то, чтобы приготовить этот огроменный кусок. Это будет уже следующий день. Желательно сбрызгивать каждые 40 час яблочным соком, для того, чтобы корочка не пересыхала. Поэтому мы включимся завтра и покажем вам результат. Ну что, друзья, ночь позади, и наш окорок полностью готов. Давайте посмотрим на эту красоту. Просто великолепное зрелище. Во время запекания мне пришлось добавить немного углей, тем не менее, долгое время он запекался, практически 14 часов у нас ушло, и мы теперь можем его вытащить и наконец-то попробовать. Ну разве не красота? Давайте разрезать. В этом окороке по отдельности можно наслаждаться двумя вещами. Это верхняя аппетитная корочка, которую можно просто похрустеть, и сочное, нежное мясо, которое даже после охлаждения будет очень вкусным, и его можно использовать, например, на бутерброды. Друзья, спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки, комментарии и за то, что делитесь нашими рецептами со своими друзьями. Мне не терпится попробовать. Пахнет просто изумительно.